Тут, в общем-то, Konami обмолвились, что в ближайшее время они планируют обновление игры до версии 4.3.0. И все бы ничего, в принципе, стандарты обновления от одной версии к другой, как оно всегда и происходит в случае с Konami и их eFootball. И несмотря на все заявления Konami о том, что это будет небольшое обновление, в комьюнити игроков уже пошли фантазии по поводу предстоящего апдейта. О нем сегодня и поговорим поподробнее. Как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, в комментариях делитесь своим мнением и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. После очередного оперативного обновления в четверг, Konami обмолвились случайно о том, что они планируют изменить некоторые юридические аспекты игры касаемо некоторых пользовательских соглашений, которые действуют в некоторых странах и которые на нас самих, по сути, никак не влияет ни на контент, ни на деятельность самих Konami, а банально для того, чтобы игра юридически могла существовать на определенном уровне, да и в целом могла быть доступной для нас. В общем-то, во всех остальных отношениях эти пользовательские соглашения для нас особого интереса не представляют. Но представляет интерес немного другое, то также было упомянуто во внутриигровых сообщениях. В частности, Konami как раз собираются пересмотреть свои пользовательские соглашения в связи с обновлением до версии 4.3.0. И эти самые изменения, по словам Konami, вступят в свою силу в конце февраля 2025 года. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что обновление до версии 4.3.0 планируется в конце последнего зимнего месяца. Уж не знаю, что именно они под этим подразумевают, начало 20-х чисел или вплоть до 30-х чисел, но факт остается фактом. Остаток января и большую часть февраля мы проведем с нынешней версией 4.2.1. Интересен также тот факт, что в этом обновлении, судя по всему, планируется какой-то контент, который как раз таки и повлечет за собой изменения пользовательских соглашений, именно изменений в юридической составляющей eFootball. Что же это может быть такое? На самом деле вариантов множество. И один из самых популярнейших — это появление кроссплатформенности. Якобы нас ожидает потенциальная игра между разными платформами, отсюда и изменения в юридической составляющей. И несмотря на скептические замечания о том, что по сути готовящиеся изменения никак не соприкасаются с условным кроссплеем, тот же самый Ренан Гальвани заявляет о том, что он не так давно общался со знакомым нам датамайнером под никнеймом Durandil PES, который и исследует файлы eFootball. По его словам, кроссплей может появиться в версии 4.3.0. И это несмотря на то, что сами Konami заявляют, что обновление до версии 4.3.0 будет небольшим. А если так посмотреть на любой другой апдейт со стороны Konami, они у них и без того не отличаются большим количеством контента. Да тот же самый глобальный апдейт, Major апдейт, как я его называю, который был у нас в прошлом декабре, вроде бы глобальный в их смысле, но все равно получился ни о чем. А если здесь Konami сами говорят, что это будет небольшое обновление, то уж там прям совсем какой-то чилипиздрик будет. Как бы то ни было, мы продолжаем следить за ходом событий, и если что-то новое появится касаемо данного апдейта или в целом контента, который планируется в этом обновлении, то естественно это появится в наших соцсетях, и только потом на этом канале тоже. Поэтому подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий, ну и про подписку на этот канал также не забывайте. В комментариях делитесь своим мнением касаемо всего услышанного и поддерживайте это видео своими лайками. YouTube такую активность очень даже любит. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за вашу активность и услышимся в следующих видео. Всем пока!